Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня я вас приглашаю в очередной свой вязальный влог. В этом видео вы узнаете, как продвигались мои дела вязальные в течение недели, что мне удалось закончить, какой из своих проектов, как продвигались мои другие процессы, что я начала нового. Вот об этом, обо всем. По порядку в этом видео приглашаю. Давайте начнем. Друзья, подключаюсь в среду в первой половине дня, пока светло, потому что приезжаю я вечером, и, конечно, вечером уже снимать невозможно, очень темно. 2 дня, и в понедельник, и во вторник я работаю над своим жаккардовым проектом. Я уже выполнила разделение и вывязываю спинку. Это у меня спинка. Я почему-то всегда работаю, сначала спинку вывязываю, а потом уже вперед. Видите, у меня здесь скос плеча вывязан. И что я заметила? Посмотрите, я говорила вам в прошлом влоге, что когда я вязала по кругу, то наблюдается косина у пряжи. И я уже точно знаю, что это белое, потому что когда я вязала обратно поворотными рядами, прям видно, как ниточка закручивается. Но когда я перешла на прямое вязание, обратно поворотными рядами, вообще абсолютно ровное полотно. Даже намека нет на косину. Но это да, такое бывает. Но это что-то с самой вот именно пряжи. Вы знаете, я ее даже вяжу, чувствую такой запах обработки. Я сказала, что белая пряжа в очень сильной пропитке. Я не пользуюсь специальными средствами для стирки из бобинной пряжи. Я нашла для себя идеальное средство, которое прекрасно справляется с любой пропиткой пряжи. Оно недорогое, оно не имеет навязчивого запаха, можно сказать, натуральное. Я пользуюсь жидким хозяйственным мылом. Если интересно, я вам могу показать, какое это мыло. Вот я вчера был вторник, я завершила вязание одной детали и перешла на эту часть. Думаю, что сейчас с утра я вывяжу вот эту часть, а потом уже перейду наперед. Как только это вывяжется, я думаю, что рукава пойдут быстрее. Рукава придется вязать снизу вверх. Хотя мне очень нравится вот в подобных изделиях вязать по кругу без шва. Но у меня здесь жаккардовый узор. В перевернутом виде мне не хочется в перевернутом виде узор. Хотя, но он все равно он будет по-другому, видите, смотреться. И поэтому я думаю, что все-таки буду вязать снизу вверх. Хотя вот вязание сверху вниз рукава по кругу без швов мне нравится гораздо больше. Но я умею вывязывать и снизу вверх окат рукава. У меня это все прекрасно получается. Поэтому пока вот в первой половине, первые 2 дня я работаю вот именно над этим процессом. Как я говорила, мне очень хочется его завершить. Конечно, когда вяжешь по кругу жаккард, все гораздо быстрее. А когда вяжешь обратно поворотными рядами, то здесь, конечно, немножечко идет, да, затык. Почему? Потому что, видите, у меня по изнанке тоже все без протяжек. Вот когда идешь по изнанке вязать без протяжек, то есть ниточку нужно постоянно туда-сюда перекликать. И поэтому, конечно, здесь ну, не быстро это все идет. Но мне нравится. Поэтому я буду работать над этим проектом однозначно. Потому что я хочу, чтобы к концу недели он у меня перешел в разряд готовых. В среду я немножечко продвинула свой васильковый процесс. И здесь я сейчас нахожусь на стадии, когда мне нужно, я вывязываю ластовицу, я ее вывяжу и перейду уже на брючины, на вязание брючин. Пока тут, конечно, то есть вот только то, что это полотно. Естественно, оно закручивается так, как
связано лицевой гладью на данный момент. ВТО здесь ничего не проведено, все такое еще пока кучерявенькое. Но этот процесс я буду обязательно продвигать. Вот уже сняла. Но я снимаю некоторые моменты, а когда снимаешь, соответственно, процесс приходится откладывать и вязать что-то другое. Поэтому вот таким образом сейчас пока у меня продвижения есть, небольшие, но есть. Я работаю над своим васильковым процессом, снимала тут некоторые моменты. И рядом со мной мой верный пес, конечно, не пес, моя собачка. Самое главное, чтобы рядышком со мной. Так как дома стало очень-очень тепло, она уже не просится на диван, может на полу лечь. Но главное, чтобы рядышком. А лапки так интересно складывает. Сейчас она просто свернулась колечком. Спит. И в пятницу, и в субботу я занималась только одним своим процессом, и даже еще чуть-чуть в воскресенье. Так как оставалось совсем немного, мне хотелось закончить это изделие. Я немножечко от него устала, потому что когда изо дня в день вяжется одно и то же, и тем более проект непростой, то, конечно, он требует и внимания, и терпения в том числе. Но, как вы видите, у меня только 2 моточка. Почему? Да потому, что я справилась, и изделие у меня связано. Я связала джемпер полностью жаккардом, как я и хотела. Он у меня сейчас во влажном состоянии, он сохнет у меня. Еще не высох до конца, еще влажненький. У меня здесь только манжеты, горловина и низ изделия. Это белый цвет. Все остальное это полностью жаккард. Пряжа. Пряжа это Baby Merinos. И та, и другая, только разных производителей. Вот эта пряжа более кардная, более объемная. Здесь где-то примерно метраж 700 метров на 100 граммов. Здесь всего 2 нити. Есть легкий меланжевый эффект. Ну, совсем, знаете, совсем-совсем легкий такой вот белесый оттенок вот у этой пряжи красно-коралловой. А это белый Baby Merinos, который я покупала сама. Он в очень сильной обработке, которая даже чувствуется, запах ее чувствуется даже от пряжи. И по тактильным ощущениям такая жесткая, неприятная пряжа. И она очень крутится. Когда мы вяжем жаккард, в начале ряда нужно сделать, да, когда переплетение нитей, где-то вообще в течение вязания нужно сделать переплетение нитей. Вот эта нитка безбожно просто вот так вот завинчивается на другой. Постоянно приходилось разматывать. А уж горловину я обрабатывала. Я ее закрывала иглой. Это, конечно, терпение и только терпение. И эта пряжа дала очень сильное костяное изделие. Когда я вязала, это просто вот так вот все сикость-накость. Когда я вязала в круговом вязании, но я думаю, в круговом бывает, когда я стала вязать обратно поворотными рядами, мне показалось, что косина как бы ушла. Честно скажу, я вязала достаточно спокойно, с ощущением того, что после ВТО должно все расправиться. В принципе, да, оно ровное полотно. Хотя у меня еще как бы все равно, я присматриваю с глазами, не косит ли. У меня, честно сказать, немножечко есть сомнения, не очень ли длинный рукав. Но я не примеряла. Посмотрим. Но распускать не хочу вообще. Так я от этого процесса устала. Поэтому надеюсь, что будет все нормально. Рукав пришлось вязать снизу вверх, чтобы не нарушать узор полотна, чтобы он не был вот так в перевернутом виде. Поэтому я вязала рукава снизу вверх, хотя я люблю вязать рукава сверху вниз по кругу без швов, мне так нравится больше. То есть, как я и хотела, у меня изделие полностью связано жаккардом,
И я говорила, что это у меня жаккард без протяжек. То есть, и когда я перешла на обратно-поворотное вязание, я также продолжила вязание без протяжек. Мне так нравится больше. Не знаю, я потому что попробовала с протяжками. Вот здесь, например, где у меня 6 петель, то здесь просто такие провисы были бы с обратной стороны. Мне этого не хотелось. Поэтому я приняла решение, что буду вязать так. А как будет выглядеть изделие, я надеюсь вам показать в ближайшее время. Надеюсь, что все будет смотреться замечательно, пока я только его к себе прикладывала. И вот он скоро высохнет. И надеюсь, что я сфотографирую, скажу вам все подробно про вязание вот этого изделия. Мне нравится, очень нравится то, что получилось. Нравится то, что я наконец-то закончила это изделие. И я немножечко, даже скажу вам честно, устала. Да, потому что здесь работа такая достаточно большая. Поэтому после этого изделия мне захотелось что-то вязать, знаете, легкое, без напряга, не думая. Нет, но не лицевую гладь. Нет, нет. Ну что, подробнее об этом изделии, я надеюсь, вам совсем скоро рассказать. Я очень счастлива, что у меня на этой неделе готовые изделия, большое готовое изделие, крупное. Поэтому это, конечно, большая работа проделана. Про то, что сколько у меня ушло пряжи и все остальное, это будет видео посвящено именно этому джемперу. Ну вот что с ней делать? Вот что с ней делать? Давай, отдавай моточки. Ой, как она любит пряжу. Это просто невозможно. Она у меня даже ворует, если только в доступе. Если только в доступе пряжа, все. Вот что делает, вот что делает, вот что делает. Ну что, Джесси, будем учиться вязать? Джесси, будем учиться вязать? Будем? Будем? И в воскресенье, как я вам сказала, мне захотелось чего-то легкого. В прошлом году моя подружка вязальная Елена с канала Вязалки-провинциалки подарила мне на Новый год вот такую бобинку пряжи. Очень красивая пряжа с люрексом, с шишибриками. Вот их здесь видно. Давайте сейчас вот эту ниточку размотаем, и я вам расскажу. Вот такая вот ниточка. Вот она. И вот эти шишибрики, вот они здесь видны. Цвет красивый, цвет мята. Я люблю такие цвета. Можно сказать, оттенок легкой бирюзы. В общем, цвет очень красивый. Что здесь в составе? 45% супер кид мохер, 27% бэйби альпака, 20% вискоза, 4 люрекс, 4 ПА, 560 метров в 100 граммах. 380 граммов по весу. Это бобинка. Вообще я хотела связать себе кофточку на пуговках. Ну, типа, как говорят, французская, хотя я не стала бы называть эту кофточку французской, но просто хотела с кофточку. И очень мне нравится этот цвет, блеск. Я люблю и пайетки люблю, и люрекс люблю. Но, как я поняла по ниточке, ее одну лучше не использовать, а с чем-то еще смешать. И я вспомнила, что летом моя подписчица Елизавета присылала мне огромную посылку с пряжей. И в ней были 4 моточка. Это мохер с альпакой. 30% мохер, 30% альпака, 40% полиамид. 4 штучки.
и общий вес, по-моему, да, я так понимаю, 100 граммов, да, 25 граммов моточек. Видите, по цвету они подходят, даже по составу своему они очень подходят. Пряжа мягкая, не колкая, ни та, ни другая. Я не могу носить вещи даже с легкой колкостью. Не могу и не хочу, честно сказать. Как бы это ни было полезно, колкие вещи я могу надеть только если в виде носочков. И то убеждая себя, что это полезно, это массажный эффект. Я связала небольшой образец, чтобы, во-первых, посмотреть, как эта пряжа сочетается друг с другом. Ну, я думаю, что здесь все в порядке абсолютно. Прекрасно сочетается. Вот эта пряжа придает немножко, так скажем, седины, тумана. Хотя вот в этой пряже, если посмотреть, тоже есть вот эти вот проблески седины, такого легкого тумана. Это либо мохер дает, либо альпака. В общем, сочетание мне нравится. И я решила, что я не буду вязать кофточку. Я свяжу, скорее всего, просто джемпер. А кофточку я свяжу из другой пряжи. Почему? Потому что, во-первых, здесь, ну, сама по себе вот эта вот пряжа такая, с этими шишибриками, с блеском. Ну, и мне как-то, когда я вязала образец, сразу же появилась другая идея в голове. Я думаю, наверное, я свяжу себе еще один джемперок. Я очень люблю такие джемперы. Но здесь уже не будет никакого ажура, будет более плотный узор, потому что планирую я его надевать именно зимой. Ну и думаю, что на будущей неделе, скорее всего, я начну новый процесс. Но очень мне нравится цвет, нравится то, что блестит. Вообще здорово. И думаю, что то, что я задумала, как раз вот в этом тандеме будет очень замечательно. Ну и я начала новый процесс. Такой, знаете, отдыхательный. После своего жаккардового джемпера я устала. И хочу, вот знаете, просто легкое вязание. Я же себе купила пряжу. Это поэма кашмира от Lanes du Nord. Вот так мне было любопытно, что это за пряжа. Я себе купила. Она разная. Это бывает поэма, поэма твид, поэма меринос, поэма страйпс. Это, по-моему, новая. А может быть, мне так кажется, что новая. Поэма кашмира и еще какая-то есть поэма. Ну, в общем, несколько видов я решила выбрать с кашемиром. Она, конечно, невероятно мягкая. Взяла я ее для того, чтобы связать аксессуар. Мне бы хотелось, чтобы это был комплект, шапка и шарф в данном случае. И это уже третья попытка вязания. Знаете почему? Во-первых, я думала, что это же у меня только один моток. Потому что пряжа не бюджетная. Но надо следить за ценой. Я покупала на ВБ. Надо следить за ценой. То есть, как мы все понимаем, что цена то подскакивает, то падает. Я отслеживаю, просматриваю и, конечно, когда проанализирую, сколько, да, стоимость, до какого уровня она снижается, покупаю по сниженной стоимости. Но все равно моток стоит больше 1000 рублей, 100-граммовый. 2 мотка покупать мне не хочется. Я хотела изначально, вообще первая у меня была задумка, это сочетать ее с белой пряжей и вязать в мозаичной технике. Но это невозможно. Просто невозможно. Это пряжа ровничного типа. Она тонкая. Хотя я вяжу я на спицах номер 4. И на этикетке указано спицы номер 4. То есть я подозреваю, что после ВТО она очень сильно разбухнет. Но она цепляется. Ее распустить невозможно. Она очень плохо распускается. И из-за того, что она тонкая, вязать очень неудобно.
это было бы просто мучение. Я бросила, думаю, дай-ка попробую ленивый жаккард. Это то же самое, та же самая песня. Думаю, нет, надо вязать только из этой пряжи. Здесь, если только сочетать, это как вот куда-то в какую-то полоску внедрять. Но чтобы вязать как-то вот жаккардом и с переплетениями из этой пряжи, я не рекомендую вообще от слова совсем. Я выбрала вообще простецкий узор. Здесь пряжа градиентная. Она идет от голубого к светлому, от темно-голубого к светлому. Вот этот темно-голубой цвет. И вот здесь он уже идет добавление. Тут уже идет вкрапление такого стального цвета. И потом он пойдет в выбеленный. И здесь к чему мы придем? Да, такой вот более светлый. Такой моток. Я чуть-чуть отмотала синего, но я не хочу рвать нитку. Я не хочу никаких узлов. Думаю, ну и пусть насколько мне хватит, я буду вязать шарф, чтобы мне обернуть. То есть я вот надеваю, если вот так вот полотно, на шею и сзади. Но все равно, наверное, 1,70 м нужен в длину. Ну, конечно, вязать вообще, несмотря на то, что нитка тонкая, вяжется легко, достаточно быстро. Я буквально за 3 часа где-то примерно связала вот такую вот часть. Невероятная мягкость, легкость, он вот просто невесомый, воздушный. Выбрала я узор диагонали. Очень простой узор. Мне очень интересно, как оно после ВТО. Вот прям любопытство распирает. И даже хотела вот эту часть постирать. Думаю, ну ладно, потерплю. Вот буду сейчас вязать этот шарф. Он невероятной легкости. Мне интересно, насколько мне этого мотка хватит. Если даже мне хватит только на шарф, то я что-нибудь придумаю. Не обязательно же, чтобы у меня была такая в точности шапка. Посмотрю. Может быть, у меня есть жемчужный цвет. Не знаю, так даже пока думать не буду. А может быть, еще куплю моток. Потому что пока не знаю. В общем, сейчас на данный момент вяжу шарф, наслаждаюсь тем, что есть. И отдыхаю, честно сказать. Я отдыхаю. Этот процесс мне очень нравится. А еще у меня состоялась небольшая покупочка на этой неделе. Сейчас я вам покажу ее. Я купила еще один моточек пряжи. Такой же от Lanes du Nord, поэма Кашмира. Но в другом цвете. Посмотрите, какая расцветка. Такое, знаете, немножечко навевает золотую осень. Но купила я его не просто так. Когда мы летом виделись на Балтике, Люда подарила нам с Леной по паре перчаток. И у меня ничего нет в таких вот цветах. Ну, как бы надо же, чтобы был комплект. Но я, по крайней мере, так люблю, чтобы был комплект. Перчатки есть. Но теперь нужно, чтобы были и другие аксессуары. И вот посмотрите, к этим перчаткам мне показалось, что вот это вообще замечательно подходит. Мне бы хотелось связать из этого косынку. И я посмотрю, как будет вот эта пряжа в спицах раскрываться. Вообще, я думала, может быть, даже крючком. Я посмотрю, как она будет раскрываться, вообще, как она будет выглядеть после ВТО. Если меня все устроит, то тогда буду вязать спицами. Может быть, попробую крючком, пока не знаю. Но мне бы хотелось косынку на голову. И, конечно, мне нужна будет и шапочка. Вот поэтому купила не случайно. Мне очень нравится эта расцветка. Такая красивая. То есть, да, полная противоположность. Один холодный, другой теплый. Но я люблю менять комплект. И мне нравится, что комплектов несколько, разные узоры, разная пряжа. Вот такие у меня
проекты случились и небольшая покупочка. Вот так завершилась моя вязальная неделя. Я считаю, что я очень хорошо завершила ее готовым изделием, достаточно трудоемким, объемным, непростым, но я справилась. И мне теперь очень интересно, как это изделие будет смотреться. Начала новый проект, посмотрела пряжу и подумала о будущих уже своих проектах. Немножечко продвинула свой проект васильковый и небольшая покупка пряжи. И я надеюсь, что совсем скоро этот моточек пряжи превратится в красивый аксессуар. Также я хочу вам напомнить, друзья, что у меня есть телеграм-канал, и, как я обещала, появляться там чаще, пока у меня все получается. В течение прошлой недели я каждый день снимала маленькие коротенькие видео, показывая свои образы в вязаных изделиях, как я сочетаю свои вязаные изделия с другими вещами. Кому интересно, проходите. Ну и у меня, конечно, в планах, как я сказала, сделать этот канал более, так, знаете, для неформальной беседы, для быстрого общения со своими подписчиками. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Ну что ж, мои дорогие, на этом все. Как будут продвигаться мои дела вязальные в течение следующей недели, вы обязательно узнаете в моих следующих роликах. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.